Нашумевший рецепт из ТикТока. Всего 2 ингредиента и получаем сладость за минуты. А еще и для похудения можно пить чай с этим угощением без зазрения совести. Всем привет! Я Света, и вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте скорее готовить. В термостойкую чашу перекладываем яблочное пюре. У меня готовое магазинное, но можно приготовить и самостоятельно, своими руками. Всыпаем в пюре быстро растворимый желатин и перемешиваем. Я пропорции удвоила, а для вас прописала оригинальный рецепт. Заходите в инфобокс под видео, там есть полное описание. Готовим паровую баню для дальнейшего приготовления десерта. Нагреваем смесь до растворения желатина на среднем огне, периодически помешиваем. Не перегреваем. Масса получается гладкая и уже не такая густая, как изначально. Снимаем чашу с бани и даем пюре немного остыть. После чего взбиваем миксером до посветления и пышности. Понадобится примерно 20 минут. Зависит от мощности вашего миксера. Мне времени потребовалось в 1,5 раза больше, соответственно, продукты у меня увеличены в 2 раза. А точнее 710 грамм яблочного пюре и 30 грамм желатина. Переливаем готовый взбитый десерт в подходящую форму. Ее предварительно смазываем растительным маслом. Или если это стеклянная, пластиковая или металлическая, то такую форму застилаем пищевой пленкой и также смазываем маслом. Убираем лакомство в холодильник до полного застывания, примерно на 1,5–2 часа. Очень важно, смотрите на упаковке с желатином инструкцию по применению, на какое количество жидкости он рассчитан, чтобы не получилось как у меня. Я все делала по рецепту, но мой желатин справился не на 100%. Эти 30 грамм рассчитаны по надписи на упаковке на 500 мл жидкости. Если честно, десерт не оправдал моих ожиданий. Но я исправила недочет, взяла еще недостающее количество желатина, все объединила и еще взбила пару минут. И вуаля! У меня получилось то, что нужно. Вкуснятина стала заметно пышнее и светлее, застыла как положено. Моя семья заценила, вкусно получилось. Очень воздушно и легко. По структуре лакомство напоминает губку. Необычно и интересно. Рекомендую попробовать и вам. Готовьте с удовольствием и любовью, и у вас точно все получится. Приятного аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!